Всем привет! В этом видео я хочу поговорить с вами о мировых религиях и тому, что им предшествовало, начиная с древнего мира, заканчивая нашим временем. Взлеты и падения, расколы и святые войны. Тема достаточно глобальная и что-то мне придется пропустить, но общую картину я постараюсь донести. Поехали! Итак, с чего начать? Ведь человек верил во что-то всегда, начиная с момента, когда посмотрел на небо просто из любопытства. Точный ответ, какая религия самая древняя, никто дать не может. Пожалуй, отправимся в сторону Индии. В индуизме нет определенной даты зарождения. Первые упоминания и отсылки к этой религии идут примерно за 4000 лет до нашей эры, но в Индии верят, что их религия не имеет начала и была всегда. По сути, это объединение нескольких учений индийских народов. Разберем их основные понятия. Карма является законом связи действий человека и последствий от них. Согласно этому закону, каждое деяние человека влечет за собой определенные последствия и определяет его дальнейшую судьбу. Дхарма обозначает правила и нормы, которых следует придерживаться для соблюдения космического порядка. Соблюдая дхарму, можно достичь мокшу. Мокша – это освобождение души от страданий материального существования и выхода из круга сансары. Круг сансары – цепь перерождений на земле. В индуизме множество богов, кстати, корова здесь считается священным животным. Убивать животное запрещено. Индуисты верят в то, что тело человека объединяет в себе такие стихии, как эфир, огонь, воздух, вода и земля. Поэтому материальное тело после смерти должно быть кремировано и возвращено в природу. Одной из древнейших цивилизаций нашего мира является Древний Египет. Как и в индуизме, у них было многобожие. Одним из главных богов был бог солнца Ра. В египетской религии было два основных культа – культ животных и погребальный культ. В своем развитии религия Египта прошла долгий путь от примитивных верований до чрезвычайно сложного и многообразного учения, содержащего элементы философии и морали. Так или иначе, египетская религия повлияла на многие религиозные системы, в том числе иудаизм, который в свою очередь был предшественником двух самых больших по численности религий в мире – христианства и мусульманства. Пробежимся по исходу Ветхого Завета. На территории Египта на протяжении более 400 лет жили евреи после того, как они переселились из Ханаана из-за голода. Там они значительно расплодились, и чтобы удержать их численность и возможность восстания, очередной фараон сначала послал всех евреев на изнурительные работы, а затем приказал топить всех еврейских новорожденных мальчиков. В то время и родился мальчик Моисей, который в будущем станет пророком в иудаизме, христианстве и в исламе. Так вот, мать Моисея чудом его спасла, отправив плыть в люльке по реке. Его также чудом нашла дочь фараона и взяла во дворец. Моисей подрос, и в один прекрасный момент ему явился Господь в виде горящего кустарника и приказал ему вывести евреев из плена. Фараон отпускать евреев отказался, но после очень страшных и чудесных знамений все-таки согласился. Потом передумал и погнался за ними. Евреи пришли к Красному морю. Оно чудом расступилось, и они быстро прошли через него. Египетское войско погналось за ними, но чудо закончилось, и воды моря сомкнулись, затопив египтян. Через 3 месяца скитаний по пустыням на горе Синай Бог дает Моисею 2 скрижали, то есть каменные таблички с заповедями. Дальше идет 40 лет скитаний по пустыням, где Моисей в итоге умрет. Но евреи таки дошли до земли обетованной и обосновались опять в Ханаане. Так когда же все это происходило? В Библии не указано время исхода. Большинство версий склоняется, что исход евреев из Египта был примерно за 1500 лет до нашей эры, плюс-минус 500 лет. Иудаизм – это религия, проповедующая веру в единого Бога.
Для того времени это было что-то неординарное. Особенностью иудаизма является то, что эта религия принята только одним народом – евреями. Согласно общей еврейской установке, человек другой нации не может быть полноценным иудеем. В этой вере есть множество предписаний, норм и устоев. Начало своей истории религия евреев берет от сотворения мира Богом до выхода из египетского рабства и переселения евреев на земле обетованной в Израиле. Традиционно считается, что иудаизм как религия возник в XIII веке до нашей эры, то есть 2 скрижали с 10 заповедями, которые Моисей получил от Бога, легли в основу этики иудаизма. Иудаизм предполагает приход в некие периоды истории Мессии, пророка Бога, задача которого – возвращение заблудшего человечества на Божьи законы. Название «Иудаизм» религия евреев получила от колена Иуды, не путать с одним из апостолов Иисуса. 10 колен Израилевых были уничтожены в результате войны с Ассирией, либо породнились с язычниками, что для чистокровных иудеев означало хуже, чем уничтожено. Впоследствии колено Иуды осталось единственным представителем евреев. Соответственно, понятия иудаизм и евреи стали тождественны. Иудеев на протяжении всех времен постоянно донимали, завоевывали, брали в плен. Одни из постоянных врагов были персы, прародители современного Ирана, которые проповедовали зороастризм. Но иудейский народ нес свою веру через века и не утратил ее по сей день. С зарождением новых цивилизаций появлялись и новые религии. Появление древнегреческой религии связано с началом миграции и обособлением протогреческих племен в IV тысячелетии до нашей эры. Древнегреческая религия просуществовала около 4 тысячелетий. Естественно, она менялась и развивалась по ходу истории. Этой религии характерно многобожие, причем боги, живущие на горе Олимп, имеют такие же эмоции, как у обычных смертных, и они даже имели детей от людей. Отправной точкой развития древнеримской религии и цивилизации в целом можно считать основание Рима в 753 году до нашей эры, хотя формирование их религии относят еще к началу 2 тысячелетия до нашей эры, когда проиталики расселялись по Апеннинскому полуострову. Много чего было взято у соседей. Как и древнегреческая, древнеримская религия не имела единой организации и канонов, а состояла из культов различных божеств. Давайте условно их объединим. Все это была присказка, а сейчас мы подошли к самой ранней из 3 мировых религий – это буддизм. Примерно в VI веке до нашей эры зарождается буддизм в северо-восточной части Индии. В то время был острейший кризис индуизма, что способствовало появлению новых учений. Создавали их странствующие философы. Одним из них и был Сиддхартха Гаутама, исторический основатель буддизма. Он был принцем небольшого королевства. Однажды, когда он столкнулся с несправедливостью и жестокостью, решил уйти из дворца в поисках истины. Начал странствие и однажды во время медитации под деревом в 35 лет достиг просветления и стал называться Буддой, то есть пробужденный. Остальные 45 лет жизни он путешествовал по Центральной Индии в долине Ганга, обучая своих последователей и учеников. В буддизме нет мистики, есть логика. Буддисты полагают, что истина, то, что мы называем Богом, есть в каждом из нас. Если человек очистит свое сознание, тоже становится Буддой. Буддизм набирал обороты в Индии, и миссионеры и монахи начали расходиться по миру дальше. На север, запад, очень хорошо его приняли на Шри-Ланке,
А вот в Китае поначалу к буддизму относились настороженно. Там было нечто схожее, но свое. В VII веке до нашей эры в Китае зарождается конфуцианство. Формально в конфуцианстве никогда не было института церкви, но по своей значимости оно успешно выполняло функцию религии. Конфуций был один из величайших людей того времени, именем, а точнее прозвищем которого дали определение этого учения европейцы. Главное правило – делай для людей то, что желаешь себе. Все должны существовать в гармонии с другими людьми, почитать предков, оставаться верными себе и своим идеалам. Будда и Конфуций озадачивались похожими вопросами, вот только решения проблем были разными. Так Конфуций считал, что ответы кроются в упорядоченном обществе, а Будда полагал, что ответы можно найти с помощью личных усилий внутри себя. Примерно в это же время наряду с конфуцианством набирает популярность учение Дао. Лао Цзы, основатель даосизма, и Конфуций, по некоторым данным, даже встречались и очень долго и продуктивно дискутировали. Хотя многие считают, что Лао Цзы – это скорее собирательный образ, чем реальный человек, а вот Конфуций был реальный, из плоти и крови. Учение Дао – это путь к достижению гармонии. Мировидение Дао целостно. Дао в переводе – это вечное движение или путь, непрерывный процесс созидания и разрушения. Главным постулатом даосизма является принцип равновесия. Так, ну что, вот мы и добрались до нулевого года нашей эры. В городе Вифлееме рождается Иисус, живет в Назарете, примерно в 30 лет начинает проповедовать и к 33 годам набирает ошеломительную популярность в Израиле, как великий пророк. Далее происходят всем известные события. Иисуса казнят через распятие на кресте формально за то, что он называл себя сыном Бога и призывал не платить дань первосвященникам. Далее ученики Христа несут его толкование о едином Боге за пределы иудейского государства во все стороны света. И в отличие от иудаизма, их учение о Сыне Божьем доступно всем и каждому. В основе новой религии такие постулаты, как единобожие, жертвенность, всепрощение, смирение и любовь всем ко всему. Апостолы, то есть ученики Христа, кидают жребий и разъезжаются во все известные тогда стороны света. Кстати, почти всех апостолов убили. Сначала создают общины, в основном на территории Римской империи, субъектом которой на тот момент является Иудея. Сначала в других местах их воспринимают как секту упертых фанатиков, всерьез особо их никто не воспринимал. Догмы религии Римской империи и христианства расходились, и с увеличением популярности христианства увеличиваются различные гонения этой неугодной религии. К тому году Римская империя была в самом расцвете, и христианство тоже развивалось. На протяжении 3 веков христианство укреплялось и становилось популярнее как на территории Римской империи, так и в соседних государствах. Гонения на христиан усиливались так, как официальная религия пребывала в упадке и винила в этом христиан. И вот в 301 году Армения, а за ней в 324 году Грузия принимают христианство в качестве государственной религии. Тем временем в 313 году император Константин издает запрет гонений на христиан. Всем это понравилось, почти всем. И в 394 году Рим признает христианство государственной религией и издает запрет языческого вероисповедания, а другими словами, все остальные религии, кроме христианства. В те времена Египет был в подчинении у Рима, следовательно, Египет тоже стал христианским. На тот момент там уже была большая христианская община. Таким образом, христианство вытеснило и религию Древнего Египта, и древнеримскую с древнегреческой религией навсегда. Далее христианство набирает силу.
Но чем больше становилась территория проповедования христианства, тем сложнее было верующим договориться о канонах, ритуалах, догмах и тому подобное. Много церквей отделяется от основной, начинают постепенно образовываться два лагеря – западный и восточный. К слову, в 476 году Западная Римская империя перестала существовать. Восточная империя, она же Византия, продержалась еще примерно тысячелетие. В 527 году Армянская апостольская церковь становится отдельным направлением христианства, так же как и ряд других церквей. Они не приняли поправки в каноны на Пятом Вселенском соборе в Константинополе. 610 год нашей эры можно считать годом возникновения ислама. Год, когда к Мухаммеду явился ангел Джабраил и продиктовал ему первые 5 аятов Корана, священного писания мусульман. На тот момент в окрестностях Мекки было распространено многобожие, и каждое племя поклонялось своим богам. И поначалу в Мекке к Мухаммеду отнеслись враждебно. Ему пришлось перебраться в Медину. Далее, на протяжении 8 лет Мухаммед сплачивал вокруг себя единомышленников, и за ним пошли. Популярность ислама росла, и в 630 году мусульмане завоевали Мекку. С того дня Мекка стала центром ислама, и все ближние территории стали обращаться в новую религию. Если очень кратко и упрощенно, в отличие от христианства, ислам не учит о том, что Бог есть любовь, а представляет Аллаха как судью, воздающего и наказывающего человека за дела. Аллах не любит грешников, Аллах любит тех, кто его почитает и боится. В 632 году Мухаммед умирает. Начались споры, кому должна принадлежать духовная и политическая власть. Сначала, после смерти Мухаммеда, правят его соратники – Абу Бакр, затем Умар, после Усман, которого убили египетские заговорщики. В 656 году четвертым по счету праведным халифом становится двоюродный брат и зять Мухаммеда Али. У убитого халифа Усмана был родственник и влиятельный наместник в Дамаске Муавия, который не присягал Али. После 2 кровавых битв они подписывают невыгодный для Али договор. Впоследствии от Али откололась часть сторонников из-за его нерешительности. Они его и убили. Часть верующих считала, что только потомкам Али принадлежит право стать наследными халифами, так как их связывают кровные узы с пророком Мухаммедом. Другая часть принимала законность власти первых 4 праведных халифов. С тех пор за первыми закрепилось название шииты, приверженцы Али. Вторые стали именоваться суннитами, то есть следующие священному преданию – суннам. Шииты и сунниты впоследствии не раз враждовали. В конце концов, учение шиитов распространилось меньше. 85% мусульман в наше время – это сунниты. Исторически сложилось, что большинство шиитов находится на территории современного Ирана, Азербайджана, Бахрейна, Ирака и Ливана. К моменту смерти Мухаммеда был завоеван и обращен в ислам почти что весь Аравийский полуостров. Поначалу христиане не придавали особого значения исламу и считали его одной из ересей и искажений их религии. Но так как на Аравийском полуострове в основном царило язычество и многобожие, относились к исламу терпимо. А между тем у ислама была четкая цель – создать праведный халифат, и к 661 году в него уже входили часть Малой Азии, Северной Африки, Индии и Закавказья. При этом халифат много территорий отвоевал у христианской Византии, включая, на минуточку, Святую Землю во главе с Иерусалимом. Теперь ислам уже давно не считался ересью. Весь христианский мир понял, что столкнулся с новой, динамично развивающейся религией. Христианство тоже не стояло на месте и начинало распространяться на северные и северо-восточные земли. В 864 году произошло крещение Болгарии, впоследствии принявшее православие. В 966 году крещение Польши, позже поддержавшее католиков. И в 988 году крещение Руси, принявшее православие.
До принятия христианства на этих территориях в основном доминировало многобожие. В 1054 году происходит великий раскол христианской церкви на католическую и православную. Христиане двух духовных центров, римского и константинопольского, не могли договориться в различных догмах, таких как статус Святого Духа, от кого он исходит, от Отца или от Отца и Сына, наличие чистилища, из чего делать святые дары, ну и, конечно же, чья власть будет на новообращенных в христианство землях. Раскол назревал уже давно. В итоге обе стороны прокляли друг друга и предали анафеме. По сей день церкви не ладят, считая друг друга ересями. Так, а что же у нас творится на другом краю Старого Света? Здесь у нас к началу второго тысячелетия буддизм проник на огромные территории. На Тибете, Шри-Ланке, в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии, Японии. А вот в Индии его влияние пошло на спад. Большой удар по буддизму был нанесен в 1193 году в Индии, когда тюрки во главе с Бахтияром Хальджи разрушили Наланду, крупнейший университет буддизма в Индии, где хранились примерно 9 миллионов книг. Все было сожжено и разрушено. По преданиям, библиотека горела 3 месяца. Это событие потрясло буддизм в Индии, без того пребывавший в упадке. Многие буддийские монахи, спасаясь от преследования, бежали в Непал и Тибет. Между тем, в 1206 году на территории Индии образовывается Делийский султанат, первое крупное исламское государство на территории Индии. Просуществовал он более 300 лет и, несомненно, внес огромное влияние на распространение ислама в Индии и рядом с ней, особенно на Индонезийских островах. А к тому времени уже прошло 3 значимых крестовых похода крестоносцами на Святую Землю. Формальной причиной была защита христиан от ислама. В первом походе им удалось отбить Иерусалим, но позже его обратно отвоевали мусульмане. Второй и третий походы в общем и целом были неудачными для крестоносцев. В четвертом походе, вместо того, чтобы в очередной раз пойти на Иерусалим, католические силы решили взять ослабленный Константинополь и после длительной осады разорили город подчистую. Напряжение между католиками и православными возрастало. Вообще, на протяжении 200 лет были 9 крестовых походов, в основном на Святую Землю. Было пролито со всех сторон реки крови. Бедный Иерусалим так часто за свою историю переходил из рук в руки, периодически уничтожаясь и отстраиваясь заново. Также проходили крестовые походы и внутри Европы для подавления ереси. За это время влияние католической церкви усилилось. Противостояние религий только начиналось. В 1312 году при хане Узбеке сама Золотая Орда приняла ислам как государственную религию. А далее нас ждет еще один великий раскол. Теперь уже среди католиков, именуемый в истории как Великий Западный Раскол. С чего все началось? Начиная с 1309 года резиденция пап из-за определенных расприй с королем Франции переезжает из Рима в Авиньон, местечко на юге Франции. Этот период папской истории именуется как Авиньонское пленение пап. На протяжении 70 лет папы жили в роскоши, но постепенно теряли реальную власть. Далее очередной папа переезжает обратно в Рим и обосновывается в Ватикане. Вскоре он скончался. Следующий папа становится неаполитанец Урбан VI в 1378 году. Он был очень неугодный для французского лагеря, и далее почти сразу происходят альтернативные выборы нового папы Климента VII, а он поехал обратно в свою резиденцию во Франции Авиньон, и оба папы начали одновременно править. Такое двоевластие внесло смуту в католическую церковь. Часть католиков поддержала Авиньон, часть Рим. Указы церкви иногда противоречили друг другу. В 1417 году с избранием Мартина V эта неразбериха прекратилась, и всех авиньонских пап признали антипапами, то есть не настоящими папами. Таким образом, римская церковь избежала раскола, и все институты церкви в католической Европе стали опять подчиняться римскому папе.
Но, как оказалось позже, раскол был неизбежен. Христианство постоянно развивалось. Появлялась масса новых учений, течений, суждений, которые нужно было вовремя пресекать, не давая развиться во что-то соперничающее папской власти. С этим справлялась Святая Инквизиция, зачастую очень жестокими методами. Костры из людей заполыхали по всей Европе. Через 100 лет после воссоединения Римской католической церкви в 1517 году выходит 95 тезисов Мартина Лютера, которыми он осуждает католичество в праве прощать грехи, а тем более продажу прощения грехов и еще много пунктов несоответствия католичества с Библией. Основная суть его трудов была в утверждении Священного Писания единственным авторитетом для христиан. Его труды вызвали огромный интерес у всех. Через 3 года Мартина Лютера предают анафеме и отлучают от церкви. Но его идеи нашли отклик в сердцах у очень многих людей и в высших и низших слоях общества. Этот год можно считать зарождением новой ветки христианства – протестантизм. В наше время протестантизм считается второй по численности христианской религией после католичества. В свою очередь, он в дальнейшем поделился на лютеранство, последователи учения Мартина Лютера, кальвинизм. Если Мартин Лютер говорил убрать из церкви все, что явно противоречит Библии, то Кальвин и его последователи говорили убрать из церкви все, что Библии не требуется, и давайте рассуждать рационально, поменьше мистики. Англиканство явилось компромиссом между Римской католической церковью и течениями протестантизма с автономией в Англии. Баптизм – основное отличие от других протестантов в осознанном крещении, когда человек сам хочет этого. Они не признают иконы, храмы и церкви. Между тем, к 1517 году от Византийской империи не осталось и следа. В 1453 году Константинополь был захвачен и переименован в Стамбул. Этот год можно считать годом расцвета Османской империи. Она прочно обосновалась на территории Балкан, Малой Азии и продвигалась все дальше. Но османские султаны не искореняли православие, как правители Древнего Рима. Они наложили на православие дополнительные налоги и определенные бытовые ограничения и дали мирно существовать. Конечно, налоги были жесткие, но по меркам тех лет повсеместные. Например, налог кровью, обязанность немусульманских, а вначале только христианских семей отдавать мальчиков 8-16 лет в пополнение янычаров, особого рода войск Османской империи. Они жили в специальных казармах-монастырях, у них была наистрожайшая дисциплина, им было запрещено жениться и иметь собственное хозяйство до 1566 года. Дальше было послабление. Вот мы и подошли к эпохе великих открытий и колонизации Нового Света. Основные игроки на карте завоеваний Нового Света были Испания, Англия, Франция, Португалия и Голландия. И все они были христианами, католиками или протестантами. Но по большей части религия укрепляется с миграцией носителей этой религии. В Южной Америке господствует католическая Испания и Португалия. В Северной Америке делят территории индейцев в основном Франция и Англия, у которых помимо католиков зачастую встречаются и протестанты, особенно в Англии. К эпохе новых открытий сформировалось и прочно укрепилось 3 мировые религии – христианство, ислам и буддизм. Ну что, отпустим позже, посмотрим, как развивается религия дальше.